Всем доброе утро, дня, вечера. С вами Хукадон. Это вы спросите, почему так шумно? А я не могу сказать, почему так шумно, потому что мы приехали на локацию. Сзади меня находится посольство Венгрии, откуда, по сути, начался мой путь. Как и кальянного мастера, вообще во многих аспектах. Так как я закончил универ в Венгрии, это было, соответственно, 4 года назад я туда поступил. И вот сейчас, 22 числа, я заканчиваю. Может, это видео уже вышло или нет. Я не знаю, а вы знаете. Соответственно, в этом видео я вам расскажу, как я работал кальянщиком. Именно кальянщиком, а не кальянным мастером в Венгрии. Расскажу о всех ништяках, немножко зашкварных историй. И расскажу всю подноготную кальянного бизнеса в Европе. И также это будет первое видео, где будут английские субтитры. Так что, if you speak English, man, you can just turn on subtitles and watch this video with a good and nice subtitles and get amazing experience from it. Так, ну что ж, здание МГУ будет олицетворять мой университет Corvinus University в Будапешт. Факультет международной бизнес-экономики. Я не буду много вам рассказывать о том, как я поступил на универ, что там было. Я перейду к основной части, когда я работал на кальянщиком. Как все это началось? Мы с друзьями пришли в такой, скажем так, полуклуб. И мне они сказали, блин, вот в этом месте есть кальяны, и они самые лучшие в городе. Так как в Европе в основном все до сих пор курят на мамунах, и это условно какая-нибудь двойнуха, или еще какая-нибудь такая история, соло-вкус, причем старый, альфачевский, и в основном паленый еще альфачевский, либо какие-то немецкие табаки, но мы к ним вернемся попозже. Мы приходим в этот клуб, и нам выносят кальяны. Кальяны прям вот такие. Вот. Нам выносят кальян, и потом я вижу такое объявление, типа, требуется кальянщик. Я такой, Я много кем шабашил на тот период, я такой, почему бы нет? Я прихожу, говорю, типа, что, как усрать? Мне говорят, ну что, знаешь, что такое табак? Я говорю, да, знаю. Чашку бить умеешь? Я говорю, да, умею. Я делал такой акцент, потому что у меня принимал собеседование, по сути, азер и чувак из Африки. Вот. Мое интервью пошло очень быстро, я договорился с владельцем, кстати, привет, Миш. Вот, договорился с владельцем, меня взяли на смены, и как все это происходило? В день у нас было примерно по 100-150 кальянов. Это клуб, то есть там приходили какие-то пафосные ребята, но в основном они заказывали либо Love 666, либо Lady Killer. Это два вкуса, которые я не могу курить от слова совсем. Никакая миксология, вот это все им нафиг не нужно было. Они приходили просто, чтобы могли подудеть кальян и, соответственно, почилить. Как мы возили табак в Венгрию? Потому что в Венгрии официально вы можете купить в основном альфакер, а далее она будет раз в 5 дороже, чем она стоит в России. В основном мы ее привозили из Германии либо Австрии. Так там с табаком немножко полегче, и там выбор намного больше. Ее возил наш владелец, он, он покупал в магазин, само собой, грузил все в багажник своей бэхи, пригонял через границу, так хоп-хоп-хоп, проезжает кордончик, вот, пригонял, разгружал у нас заведение, мы приходили на парковку, все скидывали. Кстати, на день называется Blended, вот здесь будут фоточки его. Вот, скидывали, потом мы все это разбирали, расфасовывали, и у нас была официальная легенда, что если к нам кто-то придет из проверяющих, мы им скажем такую историю, что мы не продаем кальяны, мы просто даем в аренду аппараты. А потребители приходят со своим, соответственно, продуктом, и мы его им забиваем. Мы это сделали, потому что официально кальянные в Венгрии не совсем законная история, как и в большинстве европейских стран. Поэтому мы работали именно так. Что касается того, как происходила моя работа, то есть, во-первых, меня обманывали дофига раз со сменами, то есть, условно, у меня должно было быть там 3 смены в неделю, а мне говорили, типа, чувак, твою смену отменили, и я такой, ну ладно, у меня работа, как бы, не так важно, но самое забавное, когда я пришел в один из последних дней выписываться, мне пишет мой менеджер и говорит, типа, чувак, а что ты на смену не выходишь, у тебя, блин, офигенные кальяны, ты самый лучший. Нет. Я ему отвечаю, что, типа, блин, а мне так сказал, там, сменщик, не буду называть его имени. Он сказал, что я не работаю, типа, вот, мне нужна сейчас смена. Он сказал, типа, блин, не, чувак, ты выходишь. Вот, я был в очень теплых отношениях, это был такой, опять, как я уже говорил, это клубас, там все такие на понтах. И, честно говоря, это было очень весело. Почему я сказал, что именно кальянщик, а не кальянный мастер? А банально по той причине, что кальянный мастер все-таки он делает какие-то миксы, делает что-то интересное. А я, по сути, брал табак и сбивал его в чашку.
Работали мы, кстати, на стеклянных чашечках. Мы могли их видеть в выпуске про ХКШАП. Вторая часть, ссылочка появится где-то здесь. Вот. Это был интересный экспириенс, но я там набил руку очень хорошо, потому что, вот представляете, у вас смена, мы открывались где-то часов в 8, поток людей начинался где-то в 12, и ты стоишь просто по 150 чашек, так хоп-хоп-хоп-хоп, делаешь, замываешь кальяны. Кстати, по поводу замытия кальяна. А эти аппараты, которые я показывал до этого, они ни хрена не разбирались, они стоили, по косарю евро. По косарю евро эти кальяны стоили. Они сделаны были под заказ, но они не разбирались от слова совсем. Ветер, я тебя люблю. Они не разбирались от слова совсем. И чтобы его помыть, нужно было вот эту фигню открутить, шахту ты там не промоешь никак. Вот, поэтому мы потом забивали на то, чтобы их чистить. И просто оставляли в том виде, в котором они есть. Там прошлись моющим средством по колбам, и все. Мы кальяны замывали максимум 2 раза. Один раз, соответственно, когда сдавали смену, и один раз, когда принимали смену. В основном, кстати, моя смена, которую я принимал, выглядели вот так. Это я за что очень любил ребят, с которыми я работал. Но я такой, типа, ну ладно, пофиг. Иногда там говорил им, что, ну, типа, не очень красиво. Было очень много зашкварных историй, но о них я расскажу немножко в другом месте. Если у вас будут какие-то вопросы по тому, как я работал, соответственно, в этом заведении, в Blended Sky Bar, если кто знает, можете написать их в комментариях. И если вам будет интересно, я, может, сниму еще какой-то более подробный ролик об этом. Может быть, когда откроют границы, даже слетаю в Венгрию и покажу вам экскурсию по этому заведению. А сейчас мы перемещаемся в другую локацию, я вам расскажу зашкварные истории. Ну что ж, мы не зря находимся в Яме, это одно из самых зашкварных мест в Москве. И одна из самых забавных историй, которую видел я именно здесь. Короче, чувак стоит, бухает водку. Потом берет 2 пальца, вставляет в рот, начинает блевать. Потом вытер рукавчиком, берет и дальше бухает. Но вернемся к нашим венгерским историям. Собственно, зачем мы здесь? Во-первых, я в другой футболке. Это самая зашкварная история, которая будет на сегодня. И мы начнем с истории, опять же, связанной с рогалечками. Стою я, соответственно, за нашей кальянной небольшой такой станцией. И вижу, сидят 2 девочки. Кальяны у нас были все легкие, так как мы работали на Альфа-Ча, Дали и всякой немецкой хренотени. И сидит девочка, я вижу, что ей становится плохо, у нее вот так стоит кальян, вот он. Вот кальян, вот девочка. И, соответственно, она начинает такая... Я такой, пожалуйста, только не на кальян, только не на кальян. И в этот момент она начинает рвать, и она делает гениальный мув, просто гениальнейший. Она берет свою сумочку, у нее вот такая маленькая сумочка, раскрывает ее и начинает блевать туда. Я такой, храни тебя все пончики этого мира. Прекрасный человек. Потом я убираю кальян, он не заблеванный, чистенький. Я такой, фух, какая радость. Потому что кальян стоит 1000 евро, а отмывать их прям не кайф. Но это следующая история. Я думаю, эта история знакома каждому кальянному мастеру, либо кальянчику, либо любому человеку, который работает в клубе, соответственно. Приходит большая шумная компания, они хотят классно посидеть, заказывают много напитков, там бухлишка, алкишка, там кальянчики, фиганчики. И приносят, сука, вот такой кремовый торт. Ну, в принципе, у нас команда любила, когда постояльцы приносили торты, потому что их можно было потом покушать, там, подбухнуть то, что они оставились, но не суть. И, соответственно, они сидят, веселятся, у меня уже конец смены, я думаю, ура, сейчас пойду домой. А смена была довольно-таки длинная, потому что нашла в районе что-то часов у меня 12, потому что мы тогда решили открываться с 10 утра. Вот, и я такой, ну ладно, ничего страшного, типа, посижу, и приносит эти кальяны от них. И мне просто начинает гореть пердак, просто я начинаю вот так, вот у меня жопа, вот она, да, и я начинаю вот так взлетать на моем горящем пердаке в стратосферу сразу. А все почему? Потому что все в креме, а у нас нет горячей воды. Я всю эту, как бы хорошо выразиться-то так, я всю эту субстанцию начинаю драить, а у меня еще запара, потому что у меня еще 10 кальянов, потому что, блин, еще пришли гости где-то в час ночи. Опять там большая компания, я это все ебашу и такой, сука, я в рот манал ваши торты кремовые, либо торты, как хотите. Сейчас в русском можно и так, и так. Переходим к третьей истории. Жопу торты. Ну вот мы перешли к третьей зашкварной истории. Она, скажем так, зашкварила меня очень сильно. Это было с начала смены. Я прихожу, все засрано. Я такой... фотку это, потому что я пришел в 10 утра, а мой второй сменщик приходил что-то в районе 6. И он приходит, я такой говорю, чувак, ты вчера закрывал смену? Он говорит, да, я. Я такой достаю телефон, чтобы показать весь трэш, который там был, кстати, фотка вот здесь.
Достаю телефон, открываю галерею, начинаю, а он рядом со мной вот так стоит, смотрит. Нажимаю на фотку, а там член. Ну, мой член, конечно, или моего друга, вы это никогда не узнаете. Вот, и там член, он говорит мне такой: Man, yeah, it's a nice dick pic, but you wanted to show me something else. Вот, и я такой, бля. И после этого я не хотел уже не рассказывать ему ни про какую грязную смену, ни про что. Я просто хотел уйти, закрыться в комнате, взять банку мороженого и плакать. Так, ну что ж, это было наше первое видео с английскими субтитрами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, subscribe to this channel, put your likes there, write your comments, guys. Вот, если вам нравится такой формат, то поддерживайте его. Активность, лайки, репостики, вот эта вся история. С вами был Хука Донат. Пока-пока.